Все, ребята вот меня провожают на поезд. Зачисляюсь сейчас на ПДС до Симея. Прибыли в Сырый Зек, уже знакомое местечко. Дорога на самом деле очень сложная, очень жарко в поезде. Плачут дети, все вот это вот, короче, колорит просто зашкаливает. В этот раз я не прогадал, скачав кучу фильмов с собой в дорогу. Ехать сутки, получается. Приедем завтра только с утра, в 9 или в 10, не помню уже. Спасибо. Я покидаю Симей. Несколько часов назад я приехал на поезде. Сейчас иду в сторону границы. До границы еще около 100 километров. Вышел на трассу. Сейчас буду пробовать стопить. Вот, кстати, обратите внимание, как сменился ландшафт. Степи сменили вот такие вот хвойные леса. Первая же машина, ребята, остановилась, и вот меня подбросили до Дмитровки. Такой вот здесь вот населенный пункт, деревушка. Вот еще, кстати, был удивлен, что бесплатно подбросили, потому что сначала мне показалось, что это водитель такси.
И вот сейчас опять запускаю. Добрался до деревушки под названием Ауил. На удивление, очень хорошо подбирают здесь. Я думал, будет хуже. Вот. Наверное, последний остался мне перегон до границы. Вот сейчас небольшой привал у меня. Немножко погода наладилась, что радует. Вот и... Короче, просто наслаждаюсь, сижу тишиной. Столкнулся с такой проблемой внезапно. Ни одной машины нету вообще. И уже от безысходности, вернее от нечего делать, просто пошел пешком. Вот, где-то километров 12, наверное, вот так вот, то есть идти до границы. И я вот проехал вот всего 2 машины, они не подобрали. Я, короче, пошел просто пешком. Вот небольшой привал, сейчас думаю сделать, плечи болят уже. Вот сейчас пока шел, полицейский, милиционер, дядя-милиционер ко мне подошел, такой, что ты куда идешь, ты на границу. Он такой, ладно, только этот, нормально, типа, ее перейди, там окольными путями не ходи здесь. Я такой, ладно, хорошо. Без проблем. Пакеты стоят. Я снова в России, ребята, в Алтайском крае. И, честно говоря, я не думал, что сей факт произведет на меня настолько глубокое впечатление. Если честно, у меня даже начали наворачиваться слезы. Я не думал, что будет такая реакция. Я просто иду и понимаю, что счастлив оказаться снова на родной земле. То есть меня не было всего месяц, даже меньше. И, по сути, я был в краях не столь уж отдаленных от России. И при всем этом возникла такая тоска, как оказалось. Вот. И я приехал сюда сейчас, вот просто лежу на сене и понимаю, что счастлив. И просто даже не хочу никуда уходить. Просто развалился на поле вот сейчас здесь. И кайфую, ребята, не знаю, как это передать вам словами. Хотя сейчас, наверное, пойдет дождь, вот такая вот. Такая вот идет туча сюда. Если что, придется куда-то под деревце идти. Но я надеюсь, все-таки мимо пройдет. Решил сегодня остановиться здесь. Немножко не доехал я до Рубцовска. Вот. Но в целом торопиться мне особо некуда. Плюхнусь отдыхать. В принципе, моя задача на сегодня выполнена. Перейти границу. Я успешно с этой задачей справился. Вот. И решил, так сказать, устроиться уже на ночлег и отдыхать. Ну и завтра двину, наверное, в сторону Барнаула. Вот, а там буду ждать Антона, и вместе с Антоном поедем в Горный Алтай на машине.
Добрался до Рубцовска. Посмотрел, электричек нету вообще никаких. Смотрю теперь станцию, есть ли ТХ. Из вариантов вот только стоит, короче, контейнеры. Составчик. И то не факт, что он подцеплен. И там какие-то полувагоны еще впереди. Площадь Ленина. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — районная больница. Здравствуйте. А вы не меня, да, остановили? Хорошо. В общем, спустя полдня я наконец-таки выбрался на трассу. Сначала пробовал поймать ТХ, но вообще положняк на станции никакой вообще. Короче, выбирался сейчас из города, с самого центра. И вот только вышел на трассу. Фура остановилась аж. Я говорю, в смысле 18-летию? Ну вот мне 17 лет. Я говорю, так а ты как, чё, мальчок? А я, говорит, со школы ушла что-то в классе 8. Я говорю, а как живешь? А мама, как родители? Ну папы нету, а мама смирилась. Я говорю, а как-то, деньги как-то, жить как, на что ты живешь-то вообще? Фотографирую, там тоже снимки показала, фотоаппаратом с таким объективом там. Ну как бы, знаешь, девчонка 17 лет, ну может проехала, чтобы там не приставали, потому что всяко там, не знаю. Бесстрашная, короче. Да, как бы, знаешь, такая, я думаю, блядь, 18 лет даже, блядь. Вот, а если бы я не остановился? Ну я бы, говорит, отошла в сторонку, по тополя, палатку поставила. Блядь, плюс 8 на улице, 12 часов ночи, я говорю, ты в натуре, говорю, вообще башки нет. Я знаю, что там может быть, а там мост, паром или что, или там как-то свободный проезд. Я просто видел это в пристань, там я думаю, по пристань, К Горному Алтаю быть. Надеюсь, с погодой все будет нормально, потому что вон там что-то намечается непонятное такое. Но в целом без разницы. Внезапно я телепортнулся в город Барнаул. Вот, и сейчас на вписке у своего подписчика Билл Лейзера. Вот. Еще месяц назад он мне писал, что, чувак, если будешь проездом в Барнауле, типа, давай к нам зачисляйся. И вот я здесь, ребята. Вот. И, кстати, смотрите, какую мне охеренную кружку дали, короче. Вот, я думаю, что это не совпадение, я думаю, как бы. Вот, а еще здесь такой офигенный флаг анархии. Есть такая ситуация, когда идет
3 проводника на 2 вагона. Это очень неудобно. Ну, как-то приноравливаются. Обычно 2 остаются на одном вагоне, а 1 на другом. И вот тот, который остается один, он практически не спит. Он спит урывками между станциями, между перегонами. Его могут разбудить в любой момент, чтобы попросить что-либо. Он должен убираться на вагоне. И, ну, в общем, работать одному на вагоне тяжело. Еще такая должность проводник, такой, знаешь, как между мирами какими-то такой проводник. Мы ездили на севера, там просто станция состоит из одного маленького деревянного домика. И вокруг горы, реки, там еще снег лежит, там утки какие-то летают, там льдины. Просто, ну, первозданная природа, дорога и рядом же река. Нету никаких строений, заграждений, ничего нету. Когда вот это вот постоянное туда-сюда, ты либо спишь, либо не спишь. Я одно время даже, ну, там, пару суток мог не спать вообще, потому что, ну, из-за разных причин. И опять же, если ты просыпаешься днем, ты ночью работал, лег спать, проспал часа 3. И случайно проснулся из-за какого-то стука. Все, ты уже не уснешь. Ходишь как зомби, потом работаешь как зомби, потом опять ложишься спать, надеюсь, что никто тебя не потревожит. Самое кайфовое такое, теплый, приятный свет, очень классно. В этом году их намного меньше, чем в прошлом. Вот так вот и живем. В уютненькой такой вот квартирке. Я работаю над видосами. Мой товарищ работает по учебе.
Ребята сделали мерч, короче. Авторский мерч. Вот он, собственно, герой, креатор этого шедевра. Вот. На самом деле не я делал. Ну, скажем, по заказу